В действиях союзника Армении России и самой Армении относительно территорий соседних стран наблюдается много общего. Уинстону Черчиллю, премьер-министру Великобритании, управлявшему страной в середине XX века, принадлежит фраза «фашисты будущего будут называть себя антифашистами». Справедливость этого выражения мы видим на примере высказываний российских политических деятелей в связи с ситуацией в Украине. Ну вот, например, как оправдывает действия своей страны посол России в Армении Сергей Копыркин. К сожалению, жизнь показала, что не все усвоили те поистине ужасающие уроки, которые преподнесла нам война. В угоду корыстным геополитическим интересам в центре Европы был вновь создан очаг нацизма. Трагический парадокс в том, что этот очаг, целенаправленно формировавшийся в антироссийских целях, возник на территории проживания братского нам украинского народа. Из Украины последовательно формировали антироссию с объявлением настоящей войны против всего русского. Агрессивность и бескомпромиссность этой линии не оставили России иного выбора, кроме как проведения специальной военной операции. Втирал свою правду гражданам Армении и мировому сообществу российский дипломат, выступая на торжественном приеме по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Разве это не смешно? Это Украина то нацистская. Страна, где президент. Еврей Зеленский, евреем был также один из премьеров и председатель Верховной Рады. Гройсман, главой Министерства внутренних дел. Армянин Аваков, главой Одесской областной администрации. Грузин Саакашвили, главой Министерства иностранных дел. Русский Климкин, первый заместитель генерального прокурора Украины. Азербайджанец Гюндус Мамедов. Кадры, конечно, поменялись, но можно полагать, что в отличие от диктаторской России в демократической Украине, никто при назначении на должность не измерял и не измеряет черепа у претендентов, как и не исследовал и не исследует кровь на наличие тех или иных гаплогрупп. Украина. Страна, в армии которой плечом к плечу с украинцами сражаются американцы и азербайджанцы, грузины и узбеки, литовцы и крымские татары, чеченцы и белорусы. Зато вот что делает борющаяся с нацизмом, в кавычках, Россия на завоеванных ею территориях. Освобожденные южные территории Украины станут новым регионом России. Пообещал постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов. Сославшись на то, что на этих территориях проживает близкое русскоязычное население, Мурадов рассказал, что на освобожденных территориях формируются военные. Гражданские администрации, начали работать российские телеканалы, в школах появились российские учебники, а в экономику входит российский рубль. О практических шагах, осуществляемых российскими ставленниками по интеграции оккупированных территорий в Российской Федерации, стало известно через несколько часов. Власти Херсонской области обратятся к президенту России Владимиру Путину с просьбой присоединить регион к России. Так заявил так называемый заместитель главы военно-гражданской администрации Херсона Кирилл Стремоусов во время пресс-конференции. Просто гениально. Кремль поставил туда своих наместников, назвал их администрацией, а теперь эти админы будут бить челом перед Путиным. Прими нас, государь, милостью своею, в подданство. Политика времен Очакова и покорение Крыма, честное слово, международное право, территориальная целостность, взаимно признаваемые границы. Нет, об этом и Путин, и его приспешники не слышали. Однако вернемся к проблематике Карабаха. При Горбачеве в СССР с объявлением политики демократизации и гласности вопрос о Нагорном Карабахе армяне поставили на повестку дня. Волна индивидуальных и коллективных писем от армян с требованием воссоединения Карабаха с Арменией захлестнула Кремль. В самом Карабахе со второй половины 1987 года активно проводилась кампания по сбору подписей за присоединение области к Армении. В Москву отправлялись делегации от карабахских армян проталкивать свое дело в Центральном комитете Коммунистической партии Советского Союза. Влиятельные армяне активно лоббировали карабахский вопрос за границей. В ноябре 1987 и феврале 1988 азербайджанцы, компактно проживавшие в Кафанском, Гугарском, Мигрийском и в других районах Армянской ССР,
были изгнаны властями Армении из своих домов. 13 февраля 1988 года в Степанакерте состоялся первый митинг с требованием передачи НКО Армении. 20 февраля Совет народных депутатов НКО принял постановление в форме обращения к Верховным Советам СССР, Армении и Азербайджана с просьбой об объединении области с Арменией. Действия армян не могли остаться без ответной реакции со стороны 40-тысячного азербайджанского населения Нагорного Карабаха. Однако, по признанию одного из лидеров карабахского движения Игоря Мурадяна, судьба азербайджанского меньшинства не интересовала их. После 20 февраля, когда Совет НКО принял решение о выходе из состава Азербайджана, в Баку прибыли азербайджанские беженцы со следами побоев из НКО. 22 февраля под Аскераном произошло столкновение между армянами, часть из которых была вооружена охотничьими ружьями, и азербайджанцами, намеревавшихся выразить свой протест против отделения Нагорного Карабаха. Погибли 23-летний азербайджанец Али Гаджиев и 16-летний Бахтияр Гулиев. Осенью 1988 года возобновились нападения, и насильственным депортациям подверглись азербайджанцы, проживавшие в Армении. Были убиты в погромах в Армении 216 азербайджанцев, включая 57 женщин, 5 младенцев и 18 детей разного возраста. 2 сентября 1991 года карабахские армяне провозгласили создание Нагорно-Карабахской республики. Армяне изгнали всех азербайджанцев из города Ханкенди и из НКО, присвоив все их имущество, дома, квартиры и так далее. А после этого, чувствовав безнаказанность, вооруженные силы Республики Армения совместно местными ополченцами оккупировали район за районом. Были оккупированы 7 районов вокруг НКО, и население изгнаны. При наступлении армянские войска все крушили, разрушали и грабили на своем пути. Азербайджанцы босым и голым убежали из своих домов. А после войны все дома и имущество азербайджанцев были разграблены и проданы на разбор иранцам генералами, вроде генерала Манвела Григоряна. В газете «Эхо Кавказа» от 18 года в статье Вадима Дубнова «Генерал, который удачно продавал Карабахскую войну», приводится доказательство этому. Да, он. Генерал Манвел Григорян действительно символ, это человек, сделавший карьеру на войне и из войны, и все его богатство тоже берет начало именно из этого мародерства на территории, где была война. Генерал Манвел – это человек, который буквально 2 или 3 года назад открыто и цинично говорил, что у него жил, фактически был в рабстве азербайджанец, много лет после войны, что он его крестил, что называл его Симоном. Вот так генерал Манвел признался в своем цинизме и фашизме. Но сколько таких генералов было, мы не знаем. Факт в том, что после освобождения Карабаха азербайджанскими героями оказалось, что на оккупированных территориях армяне не оставили целого ни одного дома или здания. Все разграблено, разобрано, разрушено. А ведь в течение 30 лет армянские националисты вроде Баку Саакян твердили, какую демократическую и свободную страну НКР они построили. Оказалось, что это была не НКР. Нагорно-Карабахская республика, а МКР – Мародерская Карабахская республика. В течение 30 лет комментарий в стиле кота Леопольда «Ребята, давайте жить дружно» на армянских националистов не действовало. 30 лет Минская группа ОБС переливал из пустого в порожную. Сначала Роберт Кочарян, а потом его ставленник Серж Саргсян тянули переговорный процесс. Думали, бесконечно так и будет. Сегодня в России такие, как Копыркин, также думают. Мол, угрожая ядерной дубинкой, называя свободных людей фашистами, нацистами, можно оккупировать территории суверенной и независимой Украины. Можно разрушить дома простых граждан, заводы, фабрики, комбинаты, цеха, где простые граждане зарабатывают на жизнь. Убивать мирных людей, грудных младенцев, беременных женщин, инвалидов в коляске и так далее. Нет и нет. Еще раз нет. Весь мир видит, что творят российские войска в Украине. В Буче, в Ирпене и в других населенных пунктах Украины. Российской пропагандистской машине уже никто не верит. Почти у любого человека имеется смартфон, сразу снимают и кидают в интернет. Однако перенесемся из севера. Черноморских степей в горы Южного Кавказа. Здесь у России есть способный ученик. Армения. То, что творит Россия на украинских землях,
Армения творила на землях Азербайджана в Карабахе 30 лет назад. Убивала, грабила, разрушала, присвоила, одновременно вела пропагандистскую войну. Мол, азербайджанцы фашисты, варвары и так далее. А когда в результате 44-дневной войны Армения была поставлена на колени, уже немного часть армянских националистов поумнела. После освобождения Карабаха весь мир увидел, кто фашист, кто мародер, кто варвар. Вот кадры из Карабаха, вот что творили армянские националисты на якобы освобожденных землях. В средних веках варвары такое не творили. На днях замглавы МИД Азербайджанской республики Халаф Халафов поведал о возврате Кярки и 6 сел Газахского района. Армения никогда не сможет заявить, что эти территории не являются территорией Азербайджана. Эти земли всегда были и являются территорией Азербайджана, заявил Халафов. Армянские националисты должны помнить, вся территория Армении, включая Ереван, построена на азербайджанских землях. И через азербайджанский Зангезур будет проложена железная дорога. Мы уничтожили фашизм, спасли Южный Кавказ от фашизма, заявил президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев, выступая 22 апреля на 5-м съезде азербайджанцев мира. Если армянский фашизм вновь поднимет голову, мы в любой момент должны быть готовы разгромить его. Продолжил он. И таких выступлений множество, я лишь привел одно из последних. Есть и сходство кагибешных режимов Армении и России. Одной из их отличительных особенностей является желание подогревать государственнические, верноподданнические, имперские чувства путем постоянной апелляции к чувству собственной национальной обиды. В Армении голосили о том, что в истории Азербайджана вовсе не была, Ленин его создал, а в России с подачи Путина говорят, украинского государства в истории не была, и ее тоже Ленин создал. При этом приводят какие-то псевдоисторические факты о якобы принадлежности им земель соседей, о своей древности. Этим они сплачивают общество, потому что иных возможностей осуществить это в странах с огромными противоречиями, национальными, политическими, имущественными, правовыми, просто не существует. У Армении не получилось, и у России тоже не получится. Теперь Роберту Кочаряну снится Алиев, а Путину будет Зеленский.